so come and get it. Вот получил такой конвертик. Я уже его открыл. Здесь аккуратненько одним глазом посмотрел. И в Германии такие штучки, когда приходят, это полиция, там суды и так далее. Ну и вот, и я как бы не исключение. Поехал в очередной раз на Кавасаки. Ну и что-то знак пропустил, не досмотрел и превысил на много. Даже, что я с учетом был за городом, со всеми делами. Ну и меня как бы остановили А6 с полицией и записывали все это на видео, соответственно, как я быстро ехал. Ну, заехал специально на автобан немецкую, магистраль, как бы без задней мысли. Можно было ехать сколько хочешь. В определенный момент поменялся знак на 130. Мне уже было не до этого. Я бы смотрел, как мне в следующий съезд бы было попасть между грузовиками. Прибавил газку. Все хорошо, дорога свободная была как раз моя. И вот здесь в письме стоит, допустим, время, остановили, да, имена. Главное вот это. Вы превысили допустимую außerhalb, это то есть за городом, на 49. Можно было 130. Они уже сделали толеранс, там пару километров мне списали, и было все равно 179. И то есть тоже много. Просит меня заплатить вот эту сумму. Сумма-то это одно, плюс еще 2 пункта во Фленсбурге, в картотеке. Эти 2 пункта будут пару лет там еще лежать. Пункты, вот стоит 2 пункта, Фленсбург. Сам штраф, по идее, в каталоге вот такой. Плюс вот эти гебюрен, их обработка 28,50. Получается 188,50. Просит меня в течение 2 недель, чтобы я голосовал, что буду делать. Ну и во все сложности грозит еще, кроме вот этих денег, один месяц пешком. Права ты можешь отдать, в принципе, сам пойти спокойно и без всяких, как бы на добровольной основе. Все это делается честно, да. У меня есть на это 4 месяца времени. То есть я могу в течение 4 месяцев в любой момент прийти в полицию, отдать права, ну и ровно через месяц прийти их забрать. Но поскольку права мне как бы нужны, постоянно в дороге, надо много двигаться, на работу ездить очень далеко. Еще надо подумать, позвонить, может что-то можно изменить, чтобы права на месяц не отдавать. Просто вот не такую сумму, а сумма она будет относительно больше. И вот стоит, допустим, Fahrverbot, вид Wirksam, sobald der Führerschein nach Rechtskraft der Bußgeldbescheid in amtliche Verwarnung gelangt. Как только я даю права, наступает сразу вот этот Fahrverbot, то есть месяц. Это никак уже, да, как, по крайней мере, на данный момент я пока еще ничего не могу сделать. Завтра буду звонить. У меня есть там номер телефона, с кем я могу это обсудить, кто этот штраф писал, обрабатывал документы. И вот эти вот 28,50 это за обработку документов, гебюры. Превышать, в принципе, здесь еще дешево никогда не было, но в Германии уже пару лет ввели как новый пункт, новую систему. Раньше было 18 пунктов, а сейчас осталось пунктов 8. Теперь у меня 2 пункта. Все последующие штрафы будут намного жестче этого. То есть, если я в течение 2 лет еще что-нибудь натворю, за рулем, то есть полиция зайдет в компьютер, в регистр, посмотрит, что у него есть уже пункты за превышение. Я в течение 2 лет опять превысил сильно. Тогда уже у меня будет не вот такая сумма, а здесь будет вместо единички спокойно стоять 3 или 2, скорее всего 3, что не любят умножать штрафы втрое, если ты повторяешь содеянное. Объясняют тем, что ты не научился, и, соответственно, тебя наказывают сильнее. Завтра буду смотреть, что делать, звонить и узнавать, как быть дальше. 9 марта превысил я 25 февраля. Просто ехал на работу.
что теперь оправдываться? Оправдываться я не буду. И я также и полиции сказал, как бы я не вижу смысла сейчас вам говорить какую-то чушь, врать. Ну, как бы вы ехали за мной, вы это видели, дело сделано. И окей, присылайте штраф, буду отвечать по закону. На данный момент выходит, конечно, видео на канале. Они еще записаны были в 2020 году. Скоро сезон начнется. Будем записывать уже видео 21-го. Все это затянулось, задержалось. И, скорее всего, в этом году дальше Германии никуда передвигаться не будем. В принципе, мы будем уже рады, если нам просто реально разрешат просто передвигаться по Германии. Это уже хорошо. Но вот с вот этими вот прививками и так далее уже будет непросто. Так что оставайтесь здесь, смотрите, комментируйте, ставьте сердечки, как полагается. Будет новый контент, будет новый сезон, все будет отлично. Не вешать нос, не падать духом. Подписывайтесь. И думаю, дальше будет только интересней. Прошла неделя, а то и две. Получили еще одно письмо. Ну и вот мы пришли к общему выводу. Они мне подняли штраф чуть не в 2,5 раза. Оставили мне 2 пункта моих. Подняли штраф. Auf ein Fahrverbot wird verzichtet. Подняли, и теперь у меня было 160 здесь было 28,50. Теперь вот какая сумма. Эту сумму я должен заплатить в течение нескольких дней, и тогда как бы мне не надо будет права давать на месяц. Вот такие вот делишки. Если бы я так быстро бы ехал в городе где-нибудь, мне, скорее всего, права пришлось на несколько месяцев выдать. Там бы я вообще одним месяцем не отделался. Это еще было на автобане. Так что такие вот дела. Ну, как бы, это еще в Германии такой штраф, да. Где-нибудь в Австрии или в Голландии со мной бы разговаривали совсем по-другому.